Профессия является одной из направленностей вашей жизни. Само собой, нужно подойти к ее выбору максимально ответственно. Далеко не секрет то, что человек становится счастливым, когда его потребности утолены в должном количестве. То и касаемо в профессии. Вы без профессии никуда. Откуда вы будете брать деньги на свою жизнь? И тем самым образом, исходя из ваших предпочтений, то, что доставляет вам удовольствие, и то, что вы сами хотите на это тратить время, таким образом желательно выбрать вы и профессию. Также стоит учитывать наши возможности, биологические, приобретенные с нашего близкого круга окружения, и благодаря чему сформировалась наша личность. Насчет окружения, извиняюсь, вы можете прочитать в трудах Выгодского. Очень интересная информация, которая поможет больше раскрыть ваш внутренний мир и расширить кругозор. И касаемо этих параметров можно подобрать, и желательно нужно подобрать ту самую профессию, которая будет максимально раскрывать ваш потенциал и приносить вам радость, положительные эмоции и чувство того, что вы идете правильно по этой жизни. В очередной раз я вам хочу сказать, что жизнь находится в ваших руках. Множество печальных и трагичных историй заключается в том, что бедный Вася просыпается как можно раньше и газует на завод. Довольно-таки неплохо. Откладывая деньги с завода, можно найти некоторый баланс, попробовать то, что ты действительно хочешь. Пацаны и девчонки, просто не ссыте пробовать что-то новое. Обладая чувством баланса, вы сможете балансировать между тем, что необходимо делать, и между тем, что принесет воплощение ваших мечт в реальность. Сама по себе профессия может быть растяжимым понятием. Кто-то и вовсе не работает, но получает от кого-то подарки, и это в какой-то степени считается ее профессией. Музыканты, звезды. Обычному человеку сложно назвать это профессией для себя, которую он будет иметь в будущем, потому что путь не для каждого, и нужно иметь определенные навыки и качества, чтобы преобладать в этом пути. И это в который раз подтверждает то, что профессия — это, скорее всего, призвание, чем конкретная работа, которая у вас отображена в вашем статусе. Профессия, направленность вашей жизни и то, как вы сможете воплощать свой потенциал, свои мысли, свои идеи в этот мир. Существует мнение, что абсолютно каждый человек имеет право на свое счастье, вам нужно постараться просто его найти. Процесс получения удовольствия и постоянной радости довольно-таки продолжительный, но при этом у нас на слуху нет историй, когда люди шли за своими мечтами и в итоге оказались где-то на дне. В моем случае профессия представляется в нескольких направлениях, начиная от обычной работы, в которой может участвовать чуть ли не любой человек, получая определенные деньги, заканчивая моими соцсетями, разработкой образа, ведением YouTube-канала, видео, с которого вы благополучно смотрите. И также есть некоторые плюшки касаемо моего образования. В свою очередь я изучаю психологию в высшем учебном заведении. И я рад тому выбору, который я сделал 2 года назад. Я пошел идейно, и те знания, которые я получаю, помогают мне производить необходимую трансляцию этого мира и моей головы. И психология, она участвует в больших количествах процессов среди всех людей на планете, среди множества профессий. И даже мало ли что случится, я пополню ряды статистики людей, которые учатся не по образованию, то те знания, которые я приобрел, они будут определенно нужными. Ну и, наверное, вы так же, как и я, слышали о том, что нужно быть поаккуратнее с хобби, которое вы хотите превратить в работу. Затея это хорошая, превратить то, что вам доставляет истинную радость, в предпринимательскую деятельность. Но присутствуют кейсы, истории, при которых люди остались и без хобби, и без работы. Без хобби, потому что весь рабочий процесс привил мнение насчет хобби о том, что оно сопутствует трудом и мозговыносящим процессам. Вот эти все уже закрепившиеся связи касаемо хобби не дают возможность дальше заниматься этим всем делом. А с работы просто пролетело, потому что человек может заниматься хобби, но превратить это в работу и вовсе не может. Нужно быть повнимательнее и смотреть, насколько ваше хобби может существовать в рабочей деятельности, ввиду чего
Я хочу вам пожелать только всего хорошего, горящего потенциала, развития потенциала и способностей, умений, возможностей воплотить это в реальную жизнь. Хорошим людям всего хорошего. Всем до свидания.